Привет! Только-только в продаже появился очередной топ за свои деньги от компании Xiaomi Redmi Note 8 Pro. И вот он уже у меня. Это китайская версия, сейчас мы кратко, быстро и емко посмотрим, что же нам предлагает компания Xiaomi за вполне вменяемые деньги. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Redmi Note 8 Pro поставляется в минималистичной красной картонной коробке. Внутри нас ждет сам телефон, провод для зарядки Type-C и блок питания на 18 Вт. По заявлению самой Xiaomi, блок поддерживает два типа быстрой зарядки – Pump Express от MediaTek и Quick Charge от Qualcomm, но об этом чуть позже. Еще в комплекте лежит инструкция, скрепка и прозрачный самый обычный силиконовый чехол, но на первое время сойдет. Всего представлено три вида расцветки – серый, зеленый и перламутрово-белый, у меня как раз такой. С обеих сторон Redmi Note 8 Pro защищен стеклянными панелями Gorilla Glass 5-го поколения. Благодаря этому корпус на самом деле выглядит стильно, солидно и прям свежо. Также на задней крышке присутствует такой эффектный градиент в виде световых переливов. Тыльная крышка имеет скошенные боковые стороны, и благодаря этому телефон так приятно лежит в руке. По центру находится вертикальный блок с тремя камерами и сканером отпечатка пальцев. Вот тут немного не досмотрели. Сканер находится очень близко к камерам, так что скорее всего они будут постоянно заляпываться. Правее располагается вспышка и еще один сенсор, который анализирует глубину снимка. Еще модуль камеры прилично так выпирает из корпуса, и так как прикрывает модуль пластиковая вставка, она быстро поцарапается. И даже комплектный чехол хоть и помогает, но все равно не полностью. Может показаться, что боковая рамка металлическая, но на самом деле это пластик, хоть и окрашенный под металл. На верхней рамке расположен ИК-порт для управления бытовой техникой. Экран стоит достаточно крупный. Это IPS-дисплей размером 6,53 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Рамки достаточно узкие, сверху каплевидный вырез под фронтальную камеру. Экран яркий и сочный, и смотреть в него приятно, претензий нет. У меня, естественно, китайская версия, так как глобально она должна выйти только в конце сентября, и у китайской версии есть три недостатка. Первый. NFC есть, но пользоваться Google Pay нельзя, он здесь просто не запускается. По крайней мере пока, может скоро прошивальщики что-нибудь придумают. Второй недостаток. Отсутствие некоторых частот LTE, это 7 и 20 бенд. На практике московская сим-карта Beeline LTE ловит, скорость вы видите на экране. И если сравнивать, то у того же 3G скорость заметно ниже. Но если вставить эту же сим-карту в Galaxy S10, отсутствие частот в Note 8 Pro становится заметным, но LTE хотя бы ловит. Ну и третий, маленький недостаток, в смартфоне стоит только два языка – китайский и английский. Ну это так, не совсем, конечно, недостаток, но тем не менее. Сейчас в сети много споров относительно того, что в качестве процессора Xiaomi решила использовать не старый добрый Snapdragon, а тайваньский MediaTek Helio G90T. Процессор достаточно мощный, в Antutu телефон набирает 278 тысяч. Основные жалобы, которые можно встретить, это тротлинг процессора при длительной нагрузке и нагрев корпуса. По нагреву, ребят, не знаю, даже после 40 минут игры в тот же PUBG корпус просто становился теплым, от него нельзя обжечься. К примеру, на моем S10 корпус также греется. Может, там и есть разница в пару градусов, но руками это вообще не ощущается. Так что думаю, тут все зависит от конкретного экземпляра. Если у кого-то греется аж до кипятка, наверное, это все же брак. По играм. В PUBG на ультра настройках со всеми сглаживаниями Note 8 Pro летают. Бывает, конечно, мини-фризы, но в глаза не бросаются. Asphalt 9 играется вообще без запинок. В Shadowgun Legends поначалу были подтормаживания, но через 5 минут игры картинка стала плавной. Камеры. Основной модуль при хорошем освещении способен снимать в разрешении 64 мегапикселя с апертурой f1.89. Следующий модуль широкоугольный, 120 градусов на 8 мегапикселей, апертура f2.2. И третий это макромодуль на 2 мегапикселя. Фронтальная камера стоит на 20 мегапикселей с апертурой f2.0. Примеры снимка вы можете видеть на экране, рядом для сравнения снимки с Samsung Galaxy S10. Я удивился, но в некоторых режимах снимки на Note 8 Pro реально качественнее и детализированнее, чем на S10. Особенно я бы выделил режим на 64 мегапикселя и режим ночь. И там картинка на Redmi Note 8 Pro мне понравилась больше. Фронтальная камера на 20 мегапикселей снимает относительно неплохо, а при плохом освещении со встроенной вспышки изображение вообще опять же лучше, чем на S10.
Немного непонятна ситуация с видео. Очень часто фокус на видео просто отказывался фокусироваться на нужном объекте, но мне кажется, это баг сырой прошивки. Если резюмировать, то в плане фотографий Note 8 Pro мне понравился, я бы даже сказал удивил, потому что ожидал я совсем другого. А вот видео мне не очень понравилось, но есть шанс, что это скоро поправят. Только из коробки телефон прям лагал, были фризы, я прям даже удивился, но сразу прилетело обновление. И вот после обновления все стало получше. Фризы почти пропали, и телефон стал работать более плавно, но легкие подтормаживания все равно иногда встречаются. Но это же компания Xiaomi. Они сначала выпускают устройство и потом в течение времени допиливают ее новыми прошивками, так что скорее всего это тоже оптимизируют. Но пока довольствуемся тем, что есть. При запуске приложения КПУ Throttling на самом деле все не так плохо, сильных просадок я не заметил. К примеру, сравните графику Galaxy S10 на Exynos. Не уверен, конечно, что эта программа корректно делает измерения. Если знаете программу лучше, пишите в комментарии. Так что опять же, по поводу тротлинга и нагрева, мне кажется, нельзя исключать тот факт, что это было на конкретном образце и может быть даже на начальной прошивке. Сейчас с этим полный порядок. Автономность. Блок питания, который идет в комплекте, реально поддерживает Quick Charge. Galaxy S10 от него заряжается. В Note 8 Pro стоит аккумулятор на 4500 мАч. Быстрая зарядка поддерживается, вот беспроводной нет. Полностью телефон с нуля заряжается за 2 часа. При этом за первые 30 минут телефон зарядился на 37%, а за час на 72%. При проигрывании YouTube на максимальной яркости через Wi-Fi телефон за полчаса разрядился до 93%, за 2 часа до 74%. И полностью сел в общей сложности, проработав 7 часов 26 минут. Вообще не рекордный показатель, наверное, опять из-за прошивки. Сканер отпечатка работает шустро, и не считая того, что периодически заляпываешь камеру, к нему вопросов нет, расположен он точно удобно. В презентации Xiaomi показали, что у них настолько громкий динамик, что может свечку задуть. Ну, ребят, не знаю, я самые разные треки включал, огонь хоть и колышется, но насчет свечки сомневаюсь. Да и вообще выделить его как-то не могу, просто обычный нормальный динамик. Я думаю, перед нами очередной хит продаж, и вновь компания Xiaomi нас удивила и показала крутое устройство до $250. Правда, я бы, наверное, дождался все-таки глобальной версии. Все-таки полноценный NFC LTE хотелось бы иметь. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. И пиши в комментарии, про что еще рассказать относительно Redmi Note 8 Pro. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!